Доброго всем! Сегодня мы расскажем о головке ГБЦ Mercedes C3 2.7. Клиент привез новую головку блока цилиндров этого Мерседеса от производителя Amadeo Marchi в такой вот коробке. Головка была куплена пустая, без начинки, взамен ГБЦ, которая отслужила свой срок и восстановлению не подлежала. Вот поэтому и было принято решение клиентам купить пустую головку и к ней клапан. А вот все остальное перекинуть со старой. Пружины, нижние и верхние тарелки, сухарики, шпильки, ну и все остальное. Вот так выглядит головка. С виду все красиво. Посмотрим на параметры. Фаски на седлах новой головки достаточно широкие и по замеру составляют примерно 1,8 мм в ширину. Мы обычно на этих головках режем фаски 1,3 мм. Клапаны были приобретены фирмы AEM. Они все покрыты каким-то напылением, защитным слоем серого цвета. Ну что сказать, исходя из тактильных ощущений, мы видим, что клапаны стоят идеально, и попозже мы проверим нутромером и посмотрим, какой зазор тепловой покажет прибор. Естественно, измеряем внутренний диаметр втулки, но сперва промеряем диаметр стержней клапанов. Диаметр ножки впускного клапана по всей длине составляет 6,97 мм, а выпускного на сотку меньше 6,96 мм. Теперь возьмем нутромер. Настроим его по мерной пластине 7 мм. Фиксируем размер на микрометре. Теперь выставляем нутромер на 0. Измерив втулку и ножку, мы поймем, какой тепловой зазор в сопряжении втулка-клапан у нас получился на этой новой головке. Приступаем к измерению. Стрелка фактически находится около нуля, плюс где-то 1/100. По ТЭТ, технико-эксплуатационным данным, втулка должна иметь в плюсе 1,5 сотки. Скорее всего так и есть, и возможно при измерении у нас вышла такая мизерная погрешность. А возможно и у производителя они такие и есть. В новом двигателе зазор от 3 до 7 соток, максимально допустимый десятка. У нас выходит, что тепловой зазор клапан втулка для впуска составляет 4 сотки, а для выпуска 5 соток. Зазор находится в зоне допуска. Вкидываем клапаны по своим местам и теперь попробуем посмотреть, насколько четко прилегает тарелка клапана к седлу. Впуск практически идеальный. Кое-где чуть-чуть стрелка не доходит до максимальных значений. А вот выпуск показал не лучший результат. Будем разбираться почему. Попробуем притереть клапаны. Наносим пасту и притираем. На идеальной фаске должна быть видна четкая матово-серая граница, без пробелов и зависин. Сотрем притирочную пасту из клапана из седла, и мы видим, что фаска седла клапана притерта идеально. А вот на фаске клапана имеются проплешины и белые пятна. Повторяем притирку еще раз. Результат фактически не изменился. Ставим клапан в шлифовальный станок. И что мы видим? Клапан, новый клапан, бьет. Четко слышно, как бьет клапан, и, конечно же, очень хорошо видно. Темное пятно мелькает перед глазами. Самое удивительное то, что из 10 выпускных клапанов 4 клапана оказались с завода, новые и уже гнутые. Ну как вам такое? После шлифовки тарелки клапана и повторной притирки все встало на свои места. Вакуум-тестер показал идеальный результат. Теперь нужно измерить, попадает ли ножка клапана в зону срабатывания компенсатора. Скорее всего, там, где тарелку клапана шлифовали, размер уйдет. Так и вышло, на впуске все так, как и должно быть, а на выпуске придется немножко подправить. В итоге можно сделать первоначальный вывод, что головка в общем своем виде выполнена нормально. А вот выпускным клапанам ставим минус. Куплена головка была за 110 тысяч рублей, пустая, ну а с остальными запчастями около 160 тысяч. Ну а как ГБЦ будет себя вести в работе, какого качества материала, из которого она изготовлена, мы уже сможем оценить позднее, когда эта головка вновь попадет в наши руки на ремонт. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.